Ребят, вы думаете, это кликбейт? Ну, в названии этого видео присутствует фраза «Это не просто гарнитура». Так вот, я вам сразу отвечу, что каналу уже почти 5 лет, и я ни разу в этой жизни не страдал такой штукой, как кликбейты. Содержание моих видео всегда соответствует их названию. И сегодня не исключение, потому что перед нами не просто гарнитура, потому что вот этой вот одной штуковиной вы закрываете сразу несколько потребностей, причем не абы как закрываете, а довольно прочно. Но обо всем по порядку. Сначала я вам, конечно же, покажу, как выглядела распаковка. Нам сюда положили чехол-сумка с фирменной символикой, инструкция по применению. Да, вот эта инструкция по применению на современные, мать их, наушники. Далее сами наушники, ну и одним из отличных нюансов является то, что микрофон здесь съемный. Надо — прицепил, не надо — отцепил, чтобы он тебе не мешал. Вообще гарнитура или игровые проводные наушники с микрофоном, без микрофона, называйте как вам больше нравится, проделали очень большой путь до момента, когда они наконец стали такими, какими они должны быть сегодня. Но, например, мои зрители, которые на меня уже давно подписаны, точно помнят, что раньше я тоже проводил стримы в гарнитуре. Потому что это просто удобно, когда звук формируется сразу у тебя в ушах, в таких больших закрытых амбушюрах, плюс у тебя микрофон прям возле рта, то есть тебе не нужно постоянно регулировать его положение, он двигается вместе с твоей головой. Это правда удобно, но у них были свои недостатки. И вот сейчас показываю один из них, который меня не слабо так коробил. Что это? Вот просто вот что это такое? Это 3 разных провода. Первый провод — это наушники. Второй провод — это микрофон. И третий — USB. Зачем этот USB, спросите вы? А вот без него, без этого USB в гарнитуре просто не включится подсветка, если она тебе нужна. И выглядело это все вот таким образом. И это по сути просто наушники, которые не являются каким-то огромным технически сложным устройством. Но тем не менее, 3 провода. Просто какого черта? Такое ощущение, будто я себе PlayStation VR купил, а не гарнитуру. Но сейчас, друзья мои, вот так выглядит подключение здорового человека. Одним только движением вы решаете сразу 3 проблемы. Это качественное звучание, достойный уровень связи со своими комрадами во время онлайн-замесов, будь то Dota или Counter-Strike, да что угодно вообще. Ну и, конечно же, куда ж без нее, RGB-подсветку сюда тоже завезли. Выполняет свою функцию аккуратно и ненавязчиво, создает необходимый антураж. Но это только верхушка айсберга, так называемая база, друзья мои. В данный момент я просто выдал вам базу. И вот сейчас начинается самое интересное. Ну, во-первых, она совместима не только с ПК, но и с консолями. Подключение и там и сям элементарно. Ты ее вставляешь в USB, сразу же выбираешь ее в своих аудиоустройствах, берешь вот этот самый пульт и смотришь. Значит, по центру у нас кнопка, на которой написано 7.1, включает объемный звук. Без нее по дефолту работает привычный нам стереорежим. Далее для удобства регуляторы громкости плюс и минус сделаны большого размера, чтобы тебе не нужно было долго их искать. Сбоку на правой стороне физическая кнопка отключения микрофона, чтобы тебе не нужно было каждый раз его втыкать-вытыкать из гарнитуры. А вот с левой стороны находится отличная кнопка эквалайзера, которая переключает 3 уже настроенных пресета в зависимости от ваших потребностей. Игры, фильмы, музыка. Тайлер Рейк 2. В этих ушах на пресете кино просто взорвал мне мозг. В хорошем смысле этого слова. На режиме 7.1 ощущаешь себя Крисом Хемсвортом, потому что отлично слышно, как вокруг тебя летает вертолет, и все остальные события также, а спецэффектов там, поверьте, валом. Именно что вокруг тебя звук действительно объемный. Теперь о режиме музыка. С 2010 года примерно все свои новые наушники, которые я покупаю в магазинах, перед покупкой я тестирую одной песней. То есть я беру наушники, вставляю себе в телефон и ставлю всегда одну и ту же песню. Это песня группы Breaking Benjamin «Breath». Как-то так повелось, именно эта песня. Я не помню почему, это было давно. В этот раз тоже не нарушил я свою традицию, конечно, предварительно выставив на наушниках нужный пресет. Эй, да еще раз, да еще много
Потом еще несколько любимых песен послушал, потому что на разных устройствах раскрываются разные детали звучания. Поклацал я также разные режимы во время прослушивания. И здесь музыка — это именно для музыки, никакой другой пресет не подойдет. Это я к тому, что они действительно настроены здесь каждый под свою цель. Пробовал зачем-то включать 7.1, но нет, под музыку здесь нужен чисто стандартный стереорежим плюс включенный музыкальный пресет. Музыка звучит мощно и круто, буду слушать, потому что стены в сегодняшних человейниках, многоэтажных, очень уж тонкие, и если включать музыку на максимальной громкости не в наушниках, то соседям это вряд ли понравится. Игры. Ну, во-первых, конечно же, игровой пресет плюс режим 7.1. Без него звук мне тоже не показался плохим, но такое ощущение, что он где-то далеко, а в режиме окружения каждый шорох становится будто рядом с тобой. Шаги, шорохи, дыхание, звуки выстрелов — это вообще нечто. Наши атмосферные хорроры прям то, что надо в данном случае. Ну что, давай проверим, как все это дело работает в нашей любимой Resident Evil. Но вы же понимаете, что я не мог не проверить, как оно работает именно здесь. Но вот опять же, шаги Криса, я их слышу так, как будто бы он у меня вот здесь сейчас пробежал возле меня вот так вот. Загрузил старое сохранение. Блин, господи, забыл, на какую кнопку нажимать, чтобы он дверь открывал. Где на этой клавиатуре инвентарь? На какую кнопку инвентарь? А где инвентарь? Так, ну карта это инвентарь на N. Вот понадобится мне быстро инвентарь. Я не смогу его открыть быстро, потому что он на N. Только с геймпада. Классические резики только с геймпада. Правило номер 1. Пойдем послушаем звуки выстрелов и подытожим. Что О! Офигеть. Тут гром сейчас на улице, он здесь слышен, опять же, вот будто бы за окном у меня. И вот такая мрачная атмосфера здесь. Короче, ребят, это повод, вот эти вот наушники новые, это повод перепройти все резики снова. Потому что какие-то новые ощущения можно испытать. Вот все классические, ремейки. Да, братан. Вот проснулось такое желание снова все перепройти. Поэтому, наверное, месяц Resident Evil, он не за горами. Третий уже наш по счету будет. Все те же 10 выстрелов. Ну, а смотреться на стриме оно будет примерно вот так. То есть голова не такая прям огромная в этих наушниках. Подсветочка хорошая. Так, а если мы подключим микрофон? Так, в микрофоне, с микрофоном оно все выглядит вот таким образом. Ну, то есть нормально. Я даже не похож на сотрудника колл-центра. Шарканье зомби в Resident Evil и щелканье щелкунов в The Last of Us вы услышите так, как никогда прежде. А качество вот этих амбушюр даже нет, не так. Я сейчас больше говорю о том, какие у тебя ощущения на голове возникают в момент использования гарнитуры. Потому что есть такие покрытия, из-за которых уши, потеют, например. Есть такие наушники, которые, в принципе, сильно жмут. А когда у тебя в Counter-Strike уже 4-й подряд соревновательный режим, катка за каткой, ты и без того потный, еще эти наушники уже прилипли к тебе, ты ничего не видишь, потому что пот уже в глаза тебе затекает. Какой тут скилл в таких условиях можно демонстрировать? Просто я как бы сам нет-нет, да в КС-ку поигрываю. Сейчас не так часто, как раньше, но вот эти вот все ощущения я помню до сих пор на своем примере. И действительно, даже в тех гарнитурах, в которых присутствует какая-никакая регулировка, хоть ты тресни, они жмут собаки и все. И спустя 1,5-2 часа использования тебе уже некомфортно. Даже голова твоя может разболеться. А ведь мы хорошо знаем, что 1,5-2 часа это для многих лишь порог вхождения в игровую среду и атмосферу. То есть многие игроки даже не возьмут в руки геймпад, если у них в запасе нет минимум 3-4 часов. К
К примеру, мои стримы идут в среднем от 5 до 7 часов. Я знаю ребят, которые гораздо дольше и гораздо чаще могут себе это позволить. И им точно не помешала бы эта гарнитура. Она во всех смыслах отличного качества и вполне рассчитана на многочасовое комфортное использование. Отрегулировать по объему вашей башки, само собой, их также можно. В моем же случае они отлично сидят и в таком виде. Ребят, качество звука невозможно передать через видео, через микрофон, через что угодно. Невозможно передать то, как наушники, вообще любые хай-фай системы звучат в реале. Просто никак нельзя это достоверно передать вот здесь через видео. Поэтому я призываю просто довериться мне, потому что ничего другого в нашей ситуации и не остается. Они пришли ко мне больше недели назад, и все это время я их по-разному тестировал. То есть последнюю неделю они были моим основным источником звука. Они отлично звучат во всех 3 режимах. Особенно данная заявленная система 7.1. А ведь красиво написано, да? 7.1 Virtual Surrounding. У меня очень много за всю жизнь было самых разнообразных звуковых источников. От просто наушников до студийных наушников, потому что с музыкой и звуком я также работаю. И лично я сам для себя могу сказать, что вот эти ребята мне нравятся. Это очень неплохие представители жанра. Ну а если вам понравилось это видео и вы тоже хотите ощутить новый опыт, все ссылки, где официально можно раздобыть эту прекрасную гарнитуру, находятся в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Если какие-то вопросы по ней у вас возникнут, задавайте их мне где угодно. Я всегда отвечаю всем адекватным зрителям. Ну а на сегодня все, ребят. Увидимся в новых видео и на стримах. Спасибо за внимание. Пока-пока.